Всем доброго времени суток! Вы на канале Ницола, это канал о вязании, меня зовут Валентина. Сегодня я покажу, как вяжу узор колоски по кругу. В одном из видео я показывала, как его вяжу поворотными рядами. Сегодня же будем вязать этот узор по кругу. Раппорт данного узора состоит из 6 петель по горизонтали и 4 рядов по вертикали. Так как сегодня мы будем вязать узор по кругу, то никаких петель для симметрии и кромочных добавлять не будем. Итак, для того, чтобы связать узор и не было лишних петель, нужно набрать количество петель, которое делится успешно на 6. Прежде чем приступать к вязанию самого узора, стоит провязать 4 ряда установочных следующим образом. 5 петель лицевых, 1 петля изнаночная, 5 петель лицевых, 1 петля изнаночная. В первом ряду раппорта данного узора я буду формировать дополнительные петли. И формируются они следующим образом. Вот у меня идет 5 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Шестая это уже изнаночная. Я беру из этих 5 петель лицевых среднюю петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Третья петля, вот средняя. И отсчитываю от этой петли вниз 4 ряда, учитывая этот ряд, который на спице. 1, 2, 3, 4. 4 ряда отсчитала. И вот эта петля, 4-я вниз, она мне нужна. Я ввожу спицу в эту петлю, захватываю рабочую нить и вытаскиваю дополнительную петлю. Вот так. Дальше провязываю 5 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И формирую еще одну дополнительную петлю. Ввожу спицу в эту же петлю, из которой я вытаскивала первую дополнительную петлю, и вытаскиваю вторую дополнительную петлю. Дальше провязываю 1 изнаночную. Раппорт провязан, дальше все повторяем. Отсчитываю 4 ряда вниз, ориентируясь на среднюю петлю. 1, 2, 3, 4. Ввожу сюда спицу, захватываю рабочую нить, вытаскиваю дополнительную петлю. Дальше провязываю 5 петель лицевыми и формирую еще одну дополнительную петлю. Ввожу спицу в ту же петлю, из которой я вытаскивала первую дополнительную петлю, и формирую вторую дополнительную петлю, провязывая 1 петлю изнаночной. Еще один раппорт провязан. Дальше я продолжаю таким же образом до конца ряда. Первый ряд раппорта данного узора провязан до конца. Сейчас я приступаю к вязанию второго ряда. Во втором ряду вытянутые дополнительные петли буду снимать не провязанными. Нить при этом будет идти за работой. Лицевые петли буду провязывать лицевыми, изнаночные изнаночными. Итак, провязываю второй ряд. Первая вытянутая петля дополнительная, я ее снимаю не провязанной. Дальше идет 5 петель лицевых. Я их провязываю лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше идет вторая дополнительная петля. Я ее снимаю не провязанной. Рабочая нить идет за работой. И 1 петля изнаночная. Раппорт провязан. Дальше повторяем. Вытянутую петлю дополнительную снимаю не провязанной. Рабочая нить идет за работой. 5 петель лицевыми. Вытянутую петлю снимаю не провязанной. Рабочая нить за работой. И 1 петля изнаночная. И таким образом повторяю до конца ряда. Второй ряд раппорта провязан до конца. Я приступаю к вязанию третьего ряда. В третьем ряду вытянутые дополнительные петли будут провязываться вместе с лицевыми петлями, которые располагаются рядом. И выглядеть это будет следующим образом. В третьем ряду в самом начале у меня идет вытянутая петля. Я ее сейчас провяжу вместе с следующей лицевой петлей. Но перед тем, как провязывать эти 2 петли вместе, я разверну вторую петлю, то есть лицевую, в нужную мне сторону, чтобы она не была
перекручены. Снимаю дополнительную петлю, снимаю на правую спицу лицевую петлю, разворачиваю ее вот таким образом и возвращаю вытянутую петлю на левую спицу. И уже сейчас провяжу эти 2 петли вместе лицевой. Вот так. Дальше вяжу 3 лицевые петли. Следующие 2 петли провязываю вместе, то есть одна из них это дополнительная и одна лицевая. Перед тем как провязать эти 2 петли вместе, я введу правую спицу во вторую петлю, то есть в вытянутую, а затем в лицевую. Вот так. То есть не по порядку буду вот так их провязывать, а сначала в дополнительную, а потом в лицевую. Вот так. Тогда у нас дополнительные петли получатся сверху. И одна изнаночная. Раппорт провязан. Дальше все повторяю. Снимаю дополнительную петлю, разворачиваю лицевую, провязываю эти 2 петли вместе лицевой. 3 лицевые петли и 2 петли вместе лицевой. Сначала ввожу спицу во вторую петлю, то есть в дополнительную, потом в лицевую, и провязываю их вместе лицевой. И одна изнаночная. Раппорт провязан. Дальше опять повторяю. Снимаю дополнительную петлю, разворачиваю лицевую, провязываю вместе дополнительную и лицевую, лицевой. 3 лицевые петли и провязываю следующую вытянутую петлю вместе с лицевой. Одна изнаночная. Раппорт провязан. И таким образом повторяю до конца этого ряда. Третий ряд провязан до конца, и сейчас я буду вязать четвертый ряд раппорта данного узора. Четвертый ряд я провяжу по рисунку, то есть как я вижу провязано в предыдущем ряду петля, так я ее буду провязывать и в четвертом. Значит, первые 5 петель у меня идут лицевыми, и шестая изнаночная, я их так и провязываю. Лицевая, 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 лицевая. И одна изнаночная. Раппорт провязан. Дальше повторяю. 5 петель лицевых и одна изнаночная. И таким образом по рисунку вяжу до конца этого ряда. Четвертый ряд, и он же последний в раппорте данного узора, провязан до конца. Дальше следует повторять, начиная с первого ряда раппорта данного узора. Я очень надеюсь, что вам как видео, так и узор понравились. Если это так, поддержите, пожалуйста, меня лайком. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Впереди много новых видео по вязанию и новых узоров. А на сегодня у меня все. Я вам желаю всем всего хорошего.